Всем привет! Я с вами поделюсь лайфхаком, как сделать москитную сетку на окно своими руками. Нам понадобится отвертка и сетка. Сетка стоит метр порядка 200 рублей плюс-минус. А сетка с рамой в магазине стоит около 1000 рублей. Плюс ее нужно установить, а устанавливают ее, сверлят отверстие, устанавливают крепление для этой сетки. Честно говоря, этот вариант мне не очень нравится. Поэтому я решил сделать сетку своими руками. Для этого нужно выдернуть уплотнитель и вставить его на место, прижав им же нашу сетку. Уплотнитель изначально, скорее всего, немножко приклеен по краям, поэтому нужно немножечко усилий приложить, чтобы его оторвать. Главное сильно не тянуть, чтобы не порвать ее. Здесь хорошо приклеили. Вроде целый. Уплотнитель, в принципе, еще нормальный, но при желании можно купить новый. Стоит он точно так же недорого. Берем нашу сеточку. Я ее уже подрезал под размер окна приблизительно. Берем уплотнитель. Главное не перепутать, какой стороной его вставлять на место. Но чтобы не перепутать, можно открыть второе окно и понять, как он тут установлен. Вставляем его в паз на место, откуда мы его выдернули. Нужно приложить немного усилий. Возможно, пригодится отвертка, потому что иногда очень сложно запихнуть его в паз. Когда я предыдущее окно делал, там мне отвертка пригодилась, но тут пока идет неплохо и так. Самое интересное, что когда уплотнитель я выдергивал, возможно, он немножко растянулся, и поэтому края не влазят куда нужно. Вроде держится крепко. При желании краешки можно приклеить клеем, точно так же, как это было сделано изначально. Но я пока ничего не буду приклеивать, посмотрим, как будет держаться. На том окне, которое я сделал первым, все держится отлично. Для этого возьмем нашу длинную и точно так же вставляем на место сетку. Можно немножко натянуть. Вот что я и говорил, обратно она лезть не очень хочет, поэтому можно воспользоваться немножко отверткой. Да, вот видите, она в некоторых местах плохо заходит. Вот. И тут я уже помогаю отверточкой. Вообще, в идеале, конечно, резинку новую ставить. Их вообще периодически нужно менять, чтобы они не пропускали холод зимой. Все выглядит очень даже неплохо. Когда уплотнитель вставляется, она немножко натягивается. Но в принципе идет очень хорошо. Вот здесь нужно, да, немножко отверткой поднадавить, чтобы она зашла туда, куда нужно. Главное, в окно не вывалится. Да, видите, она немножко растянулась, поэтому мы ее потом в конце просто подрежем. Очень даже неплохо получается.
Это окно даже у меня быстрее получается делать, чем первое. Видимо, опыта уже набрался. Я считаю, что это лучше, чем платить 1000 рублей за сетку, потом еще сверлить снаружи окно, чтобы крепление поставить. По мне так проще установить такую сетку и менять ее раз в 2 года вместе с резинками. Вот тут плохо почему-то заходит. Нужно чуть поднажать отверточкой. Вот она еще натягивается параллельно, вообще супер. А если вы еще берете сетку с установкой, к вам приходит человек, сверлит вам окно, вы за это ему платите деньги. По-моему, этот вариант в разы лучше. Еще и снаружи выглядит классно. Так, здесь тоже надо немножко подрезать. Вот, ну, в принципе, выглядит очень даже ничего. Сетка в натянутом состоянии. Я считаю, что просто супер. Подрежем нашу сетку немножко. Ага, здесь нужно ее совсем чуть-чуть подрезать. Главное не отрезать слишком коротко. Так, и вот эту надо чуть-чуть подрезать, буквально сантиметра. Вот это уже плохо идет. Ну, отверточкой. Все равно плохо заходит. Конечно, тут в идеале подклеить немножечко клеем. И тут вроде хорошо все. Чуть поднажмем капельку. Супер. Так, и подрежем и сверху немножко. Вот так. И подрежем тут. Немножко неудобно, тут окно мешает, чтобы надавить. Но мы это сделали. Все просто отлично. И излишки сетки можно подрезать. Излишки убрали. Сейчас я покажу, как выглядит с той стороны. По-моему, просто обалденно. Все, всем спасибо за внимание.